эго это тоже. Все, что я думаю, это тоже эго. Да? Как тут самому с собой. Мысль же это по сути и есть. Ну понятно, набор концепций, это понятно. Не совсем, нет. Мыслительный... у нас еще есть время? 10 минут до конца. 10. Это разные понятия, на самом деле. Потому что мысли это просто информационная энергия, которая наполнена все. В то время, когда эго это вера в определенные концепции. Вера в то, каким вы должны быть, кто вы есть, кем вы себя считаете, что вы должны сделать или что вы сделали не так. Это эго. Это то, у кого есть история, как история прошлого, так и история будущего. Это эго. Но эго нельзя назвать все мысли, которые вы осознаете. Потому что мысли, которые вы осознаете, это просто они не творятся. Они не творятся вашим мозгом. Мозгом они только регистрируются. Они вам не принадлежат. Мысли вы просто осознаете. В то время, когда в эго вы вцепились, как в кавычках спасательный круг, благодаря, чтобы не потеряться в этой жизни. Но вот этот вот спасательный круг, он вас на самом деле на дно тащит, а не помогает жить. Вот здесь ключевое различие. Именно того, что вы спросили, различие, энергия начинает уходить из сознания в эго, когда вы начинаете отождествляться с мыслительным процессом. Вот здесь вот этот вот переходный момент. Если сознание отождествляется с мыслями, здесь уже мы говорим о том, что на максимум включилось эго. Это творение вот этих вот, иллюзорных реальностей внутри. Когда мы видим только 10% происходящей реальности, а 90% своего внимания погружены во внутренний мир, где мы проигрываем, допустим, какую-то ситуацию, которая с нами произошла или может произойти. Вот это эго. И вот здесь как раз идет, и вот здесь идет соприкосновение эго как некого переходника, который трансформирует энергию сознания свободную, которая есть настоящая, фокусирую ее на себе, зажимая вот эту вот энергию свободную, энергию счастья, радости, зажимая в отождествлении с мыслительным процессом, замыкая этот процесс на построение вот этого иллюзорного мирка, в котором начинает жить сознание. Хорошо, наблюдает кто? Наблюдает наблюдатель, в то время как наблюдает ум. Ум, но не эго. Ум как высший аспект ума. Как фон такой. Фон не наблюдает, фон есть все. Фон – ваша истинная природа. Но если говорить о наблюдателе, наблюдает высший разум, можно так сказать, или ваше высшее Я. Ваше высшее Я как дух, как высший аспект вашей индивидуальности, вашего индивидуального сознания. Вот оно... Мысли тоже оно? Да.
Но, будучи производным разума, это все еще дуальное проявление Тут мира. запутка есть. В то время, когда в действительности вы есть как раз вот этот вот фон, на котором все происходит. Вы есть само действие без деятеля и объекта действия, с которым и объект, с которым происходит действие. В действительности вы есть просто чистое осознавание. Пока грязно. Чистая, но грязная. Получается, наблюдатель зла, наблюдатель как экран, и наблюдение как ум, который наблюдает объект. Получается, наблюдателя два, то есть наблюдатель как единое, экран, на котором все разворачивается, и наблюдение, которое уже регистрирует объекты. Дело в том, что экран не может быть наблюдателем. Экран, он есть все. Он и наблюдаемое, и наблюдение, и наблюдатель. Экран, наблюдатель один – это субъект внутри экрана. Когда ты есть сам экран, ты есть все. Но тогда, получается, слово наблюдение уже не совсем сюда подходит. Да, а это невозможно никак описать. Это можно только почувствовать, только этим стать. Это и есть вот сама бытийность, безмолвие. Можно любые эпитеты какие-то искать, но в конечном итоге ты не можешь отразить умственным языком то, что находится за гранью. Тогда как наблюдение за чем-либо, мыслью или еще чем-то, ведет к этому экрану, который, по сути, уже не является ни чем-то конкретным. Наблюдение за мыслями позволяет обуздать ум. То есть благодаря наблюдению за мыслями ты учишься концентрировать свое внимание. Но это не конечная стадия, потому что в действительности ты есть не наблюдатель, а само наблюдение. Которая стоит за наблюдателем. Да. И здесь важный момент, что когда ты являешься наблюдателем, ты наблюдаешь, ты осознанно направляешь свое внимание. Но когда для того, чтобы стать наблюдением, ты должен отпустить этот навык. И когда ты абсолютно, будучи с ясным, обузданным умом, ты абсолютно отпускаешь любую концентрацию, ты становишься и наблюдателем, и наблюдаемым. Последний вопрос. Это и есть милость, та самая, о которой вы говорили. Потому что умом это вообще не понять, просто вынос мозга. Это согласится каждый, это просто адекватно не понять. Умом просто не понять. Я не смог это сейчас никак понять, переварить умом. Это не есть вот эта уже милость, проявление милости? То, о чем мы сейчас говорим, нет. Это можно понять умом еще. И это можно осознанно. Именно этот момент, его можно осознанно, как сказать, направить, манифестировать. Сделать так, чтобы это было возможно. То есть волю проявить даже, да? Да. Но другой вопрос. Тотальное освобождение и закрепление в этой
безмолвности, как в качестве постоянного осознания ее, это уже милость, конечно, высшая. Безусловно. Но, тем не менее, вот это индивидуальное сознание, как наблюдатель, оно может очень близко подойти и заглянуть в окошко. Встречается. Помахать милости, что здесь уже окошко протерто. И, конечно, жизнь как тотальное проявление, она абсолютно открыта для вас. И она точно так же хочет осознаться через вас, как и вы хотите осознаться ей. И здесь вопрос просто вашей открытости, готовности или целеустремленности. Именно целеустремленности не как вектора получения, а целеустремленности как именно сдачи себя и отдачи вот этой высшей цели, от которой вы никогда не уходили. Всем спасибо.